бросай его и беги от него. С этими мужчинами ни при каких условиях нельзя заводить серьезных отношений. Потому что эти отношения заведут либо в зависимость, в созависимые отношения, либо загонят в состояние жертвы, либо повергнут в пучину депрессии, из которой выбираться придется в одиночку. И зависнуть в ней можно надолго. Итак, что же это за мужчины, от которых нужно держаться подальше, как только вы для себя четко определили, что это именно он? Давайте разбираться. С вами Алла Касаткина, я женский психолог, и пошли по типажам мужчин без воды и соплей. Итак, первый тип, который я хотела... Вообще типов 12. Вот я сказала первый тип, сразу говорю, их 12. Их много, но их надо знать. Итак, первый тип – это убежденный холостяк или вечный романтик. Есть такое, знаете, вот много женщин, когда описывают своего идеального мужчину, они говорят, он такой понимающий, он такой внимательный, он умеет ухаживать, умеет подавать ручку, он умеет выслушать, он умеет рассказать шутку, когда у меня испортилось настроение, он умеет побаловать меня конфеткой, там еще какой-нибудь хренью, он знает, что сделать так, чтобы у меня на душе снова был праздник, даже если там нагадили кошки. Но, к сожалению, этот мужчина, да, действительно умеет устроить праздник, но это все, что он умеет в жизни. Он по жизни, вообще по жизни, он может, в принципе, быть нормальным мужчиной, иметь бизнес или иметь хорошую профессию, чего-то добиваться в обществе, но с женщинами он умеет только быть романтиком. Дальше строить отношения и куда-нибудь углубляться он не умеет. И как только ему начинаешь говорить, чувак, а дальше-то что, мы-то с тобой вместе или нет? И вот на этот вопрос он вам тут же ответит. Ну, конечно, ты мне нравишься, но я думаю, что нам не стоит спешить, или я еще не готов к серьезным отношениям. Давай вот так, ой, снова ты мне, боже, ты такая, как все, тебе вечно надо, вот эти кольца, свадьбы, штампы. Нет, все, не хочу я этой прозы жизни, я хочу праздника. Вот все, что вы услышите от этого мужчины, когда пройдет ваш конфетно-букетный период. И он, как рыцарь на белом коне, в развивающейся гривой у коня, и у него там что-нибудь на шлеме, попрет искать другую принцессу, которую он тоже будет обхаживать, которую он тоже будет рассказывать сказки, но не больше. И даже если у вас будет на этом этапе секс, отношений у вас все равно не будет. Мало того, этот конфетно-букетно-сексуальный период может длиться бесконечно долго. И чем дольше вы не рискуете взять его так за горло и сказать, чувак, так кто же я тебе и вообще в каком мы статусе находимся и не пора ли двигаться дальше, чем дольше вы будете ждать и тянуть, тем меньше вам светит, потому что вы теряете время, а он просто кайфует и отдыхает. Открою вам еще неприятный секрет, параллельно с вами у него таких, как вы, может быть еще от 3 до 5 штук. Если вы готовы участвовать в этом хороводе, флаг в руки, участвуйте, но знайте о том, с кем вы имеете дело. Следующий тип. Я буду периодически, знаете, устраивать такие качельки, потому что я дала такой вроде легкий тип. Сейчас мы пойдем по жестячку немножко. Это мужчины с любого рода зависимости. Алкоголики, игроманы, наркоманы, кто угодно. Вот если там маны, то вот туда соваться не стоит. Потому что вы попадаете автоматом в ситуацию, где вы будете спасателем и палачом. Почему? Потому что когда вы его будете вытаскивать из этого дерьма, вы будете спасателем. А потом вы будете хотеть чего-нибудь от него получить в виде благодарности, внимания, еще чего-нибудь. Но он будет говорить, что достало, он будет с вами воевать, и вы будете ему напоминанием о том, где он был, из чего его вытащили. И, собственно говоря, в этом вы будете его палачом. И вот эти качели палач-спасатель, а чувствовать вы себя будете жертвой. Чувствовать себя, несмотря на вот эти роли, вы будете жертвой. Классический треугольник Карпмана, как говорят в психологии. Нужно ли вам это? Я думаю, нет. Потому что счастливой вы в этих отношениях не будете. Потому что те искорки счастья, просветы, которые будут выскакивать, они будут уничтожаться всем тем адом, с которым вам придется столкнуться.
Вы скажете, ну как же так, вроде человек хороший, а почему я с ним? Вот если вы хотите, если вам сильно понравился мужчина этот, то вступать с ним в отношения можно только тогда, когда он самостоятельно, по собственной инициативе, без вашего участия. Ключевая вещь – без вашего участия. Эмоционального, физического, материального, еще любого другого, он проходит терапию и излечивается от своей зависимости. И тогда вы будете смотреть, стоит ли вам с тем человеком, который стал уже вроде как нормальным, заводить отношения. И это будет уже другой разговор. То есть решение принимать вам. Но если вы, как только вы обнаруживаете любое пристрастие у человека, бегите. Ничем хорошим для вас, к сожалению, это не закончится. Он разрушает себя и автоматом разрушит вас и вашу жизнь. Ну, а теперь третий вариант, более легкий. Я говорила, да, у нас будут качельки. Третий вариант, более легкий. Мужчина, с которым не стоит начинать отношения, это тот, кто только что расстался. Вот он только ушел от жены, или она его выперла из дому. Вот его только бросила девушка. Он такой весь из себя несчастный, как блохастый котеночек на дороге сидит. Вы его подобрали, пригрели и забрали себе. Если вы думаете, что этот котеночек будет вам признателен до конца своих дней, если вы думаете за то, что вы его пригрели, приласкали, поняли, позволили расправить свои крылышки, вдохновили, может быть, почистили ему перышки, привели его в чувство и, может быть, даже, я больше чем уверена, приподняли вверх, он будет вам благодарен, мои дорогие, не дождетесь. Он будет с вами дружить, он будет вас потрахивать, но все свои победы он утащит другой бабе. Специально говорю настолько жестко, для того, чтобы было как холодный душ. Он унесет их другой женщине абсолютно без зазрения, потому что вы для него мама, медсестра, медицинский работник, душевный, жилетка для соплей, кто угодно, но не женщина, ради которой я буду совершать подвиги. Опять же, по той же причине, как и у мужчин с зависимостями. Вы напоминаете, в каком дерьме он был, когда он с вами познакомился. Вы его спасательный круг. Помните, делайте выводы для себя, нужно ли вам это или не нужно. А о следующих типажах, потому что их 12, мы поговорим с вами в следующих видео. Следите за обновлением канала, подписывайтесь на него, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, если у вас кнопка подписаться серенькая, и тогда сообщение вы точно о новом видео увидите и посмотрите его. Ну, а с вами была я, Алла Касаткина, и до встречи в следующих видео. Лайки ставим, мне это нравится. Пока-пока.